Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же думает о вас и хочет с вами встречи? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, какой вы боец по жизни! А вы знаете, вы такой товарищ с характером. Вы себя и своих близких вы никогда не дадите в обиду. В принципе, это классно, да? Вы защитник, вы охотник, защитник, добытчик, да, такой вот мужик. Вы очень жизнерадостный человек. Вы такой вообще по жизни были весельчак. Ну, наверное, ключевое слово «были», потому что вот сейчас, вот либо же последнее время, может быть, у кого-то это месяцы, у кого-то это годы, вам не очень до радости, да, вот не очень до смеха вам. Почему? Давайте смотреть. Потому что в вашей жизни произошла измена, потому что в вашей жизни была боль, которую вы до сих пор, может быть, не можете забыть. Это была измена от любимой женщины, которую вы не ожидали. Да? Вот вы не ожидали, что все так пойдет. Потому что вот вы как бы считали, что ну я же ее любил, да, вот я же вкладывался, да что же ей еще не хватало, я же все для нее, она же королевой жила. Напишите в комментариях, есть такой момент. То есть здесь может проигрываться ситуация, когда вот вы реально застали, ну, вас застала врасплох эта ситуация, у кого-то это неожиданный удар был, да. Может также проигрываться, что вам знакомые говорили, может быть, где-то видели ее с кем-то, либо же еще какие-то признаки были, ну вот именно признаки измены, после чего это стало для вас очень и очень большим ударом. Хотя периодически, да, вы ностальгируете, вы думаете. Но опять же вы думаете про те времена, когда все было хорошо, да, вот вы думаете, ну как же так вышло, ну почему же так вышло? Вы до сих пор не можете понять, чего ей не хватало. Ну, помимо жезлов, да, вот так скажем, грубо. Но вы не можете понять, вот у многих мужчин, я даже вот знаю по поводу, ну вот клиенты, как мне рассказывают, ну я для нее все, да, и то, и то, и то, я для нее, ну чего ей еще надо? То есть вы до сих пор не можете понять, что же такое случилось. Ну почему? Все для нее. Здесь почему-то вот вспоминается пословица, да, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. К сожалению, почему-то так. Вы такой человек, знаете, у кого-то может сейчас проигрываться вот реально такое депрессивное состояние, но это касается тех, кто вот недавно, может быть, разошелся, который еще не пришел в себя. Вы человек, который, знаете, вот вы настолько вообще как-то по жизни привыкли жить на позитиве. Вы вообще всегда стараетесь искать везде позитив. Но вот единственное в этой ситуации, которая с вами произошла, вот с женщиной, конечно, здесь вы не можете найти позитива, здесь у вас какой-то ступор, здесь у вас апатия может быть, здесь у вас могут быть опущены руки, когда ничего не хочется. Опять же, напоминаю, что это общий расклад, кто-то сейчас находится в этом состоянии. Некоторые прошли уже это состояние, может быть, не так давно, ну, кто-то, может быть, там год-два назад, то есть у каждого свой срок. Далее смотрим, что еще. Так, а что такое? Что перевернуто? Так, что-то я опять перепутала, да? Сейчас посмотрим. Маша растеряша, да? Так, ну да, вот смотрите, даже по картам видно тупиковая ситуация. Причем, ну вот смотрите, снова выпадает, что ну не забыли вы эту ситуацию. Даже те, кто давно пережил, вот эту боль вы пережили 100%. Вот ваш развод, разрыв вам легко не дался. Вот это была ваша императрица, это была ваша королева. И, возможно, даже на данный момент другую королеву вы пока не хотите. Возможно, вы не готовы.
У кого-то это не отболело, кто-то решил пожить для себя. То есть такие ситуации, что я пока не вижу у вас, ну, такого, вот знаете, желания, либо действий в отношении других женщин. Да, вы любите красивых женщин, да, вы можете посмотреть на них, там, поглазеть, оценить. Да, кто-то может зароманить, это тоже не исключаю, но это чисто так, для здоровья, да, но опять же, это далеко не каждый из вас будет делать, потому что, ну, я склоняюсь, что все-таки большинство из вас, но они не будут романить, потому что вы сторонник семьи, вы сторонник серьезных отношений. Вы, ну, это может быть воспитание, это может быть такое ваше ну, мировоззрение, как угодно называйте. Вот вы будете, ну, с одной женщиной, да, вот вам не нужны другие. Если вам одна, то одна. Понятно, что мужчины все разные, да, кто-то налево тоже смотрит. Ну, вот большинство из вас, ну, вот именно такого, более семейного, более серьезного, что ли, склада, да. Хотя вот я вам скажу, почему-то так вот в обществе повелось, ну вот мне даже вот за вас, мужчин, обидно становится иногда. Почему-то я слышу, что вот обычно жалеют женщин, да, вот женщины такие бедные, несчастные, мужчины им изменяют. Но никто не думает, что им сколько несчастных мужчин, да, которые любят по-настоящему, которые, ну, реально хранят верность. Вот я читаю ваши комментарии, и я понимаю, сколько у нас вот, ну, реально таких вот, ну, глубоко несчастных мужчин, именно в том плане, что они не изменяли, но их предали. Вот что самое обидное. Вот что. Ладно, там, знаете, если бы еще была ситуация, если там мужчина гулёна и женщина начинает изменять, тогда я еще бы согласилась. Там уже склеивать эту чашку, да, каждый сам по себе гуляет, это уже даже не семья. Но когда мужчина хранит верность, когда тебя любит, когда вкладывается, когда тебе звезду с неба готов достать, да, ну, опять же, ну, чего тебе еще надо? Хотя я вам скажу, ребят, опять же, уж простите, ваше небольшое любимое такое психологическое отступление по поводу того, чего же ей еще не хватало. Слушайте внимательно и запоминайте. Вот почему-то у нас многие мужчины считают, что когда ты женщине даешь много денег, подарки, ты ее возишь, там, ну, кружишь как только можешь, то это все. Эта женщина должна, ну, как бы любить тебя беззаветно, безвозвратно, да. К сожалению, это не так. Потому что вот когда спрашиваешь таких женщин, что, ну, что тебе еще не хватало, тебя муж любит, он тебе деньги дает, подарки, поездки, все для тебя. Она говорит, а мне не хватает тепла, я не чувствую себя любимой, да. Вот именно тепла, это немного у нас разные понятия. Вот эти все обнимашки, целовашки. Потому что когда мужчина зарабатывает деньги, мужчина, как правило, редко бывает дома и мало уделяет внимания женщине, да. Да, он старается для женщины, но дома его мало бывает. Женщине не хватает вот вашего именно вот тактильного отношения. Понимаете, о чем я? Это не значит, что нужно там на автомате супружеский долг выполнил, и все, я дальше, я устал, я хочу поспать. Так не работает, понимаете? То есть вы стараетесь дать женщине побольше материального, может быть, а женщины хотят вот этих всех обнимашек, целовашек, они хотят тактильности. Женщины хотят, чтобы их выслушали, чтобы их поддержали, чтобы их поняли, чтобы сказали, какая ты у меня раскрасавица, да, мне никто больше не нужен. Ну вот в таком плане, понимаете? Поэтому, когда вы вот задариваете женщин там подарками, да, вы впахиваете ради них, да, вы стараетесь все, но это материальное. А уже на душевное, на такое вот более близкое такое общение, ну, возможно, у вас меньше времени остается, и женщины чувствуют себя какими-то обделенными. Они говорят, мне не нужно то платье лишнее, мне не нужно там, я не знаю, поездки или еще что-то.
Я хочу, чтобы мы там романтические ужины проводили, да, я хочу к нему прижаться там к плечу, чтобы там он меня обнял, ну, вот эти все обнимашки, понимаете? То есть здесь получается несостыковка. Мужчины считают, вот я решаю ее проблемы, я ей все даю, я ее обеспечиваю. А женщинам хочется еще помимо этого немного других вещей. Вот отсюда и идет. Плюс, когда мужчины бывают, приходят, да, вы впахиваете, вы стараетесь, вы зарабатываете, вы приходите уставшие. Ну, понятное дело, что уже, ну, не совсем, так скажем, до супружеского долга, да. Ну, либо же вы так, по быстрячку, так скажем, да, некоторые могут его исполнить, ну, просто потому что уставшие, это можно понять. А женщине-то хочется качественного интима, тоже это может быть палкой преткновения. Ну, то есть, понимаете, о чем я к чему веду? Но это очень и очень такая сложная система. Отсюда и получаются вот эти все разногласия. Поэтому делайте выводы, ребята. Надо как-то, ну я не знаю, понятно, что у каждого своя жизнь, свое понимание. Ну, то есть я вам намек такой дала. Нужно состыковать не только материальное, но нужно как-то то ли это учиться время распределять, чтобы и женщине и внимание было, и тот же, я не знаю, там и романтический ужин, какие-то обнимашки, там посиделки перед камином, может быть, ну что угодно, да. То есть хочется больше проводить времени. Но это то, что говорят многие женщины, да, вот они чувствуют, да, вот как бы откупился от меня там красивым платьем, машиной откупился от меня, и больше мне внимания не уделяет. Вот в таком плане, я думаю, вам будет о чем подумать. Итак, погнали дальше. Какая же женщина пришла к нам на расклад, которая думает о вас и хочет с вами встречи? Эта женщина была когда-то в вашей жизни. Она была семейная. Она была, ну, это до вас, вернее, не до вас, это была до отношений еще до ваших, до семейных ваших отношений. У нее тоже была семья, у нее точно так было предательство, но это, знаете, было настолько давно, вот это может проигрываться ваша, либо же какая-то первая любовь, либо же у вас был какой-то роман с ней, но это было давно. Женщина, с которой, возможно, вы не очень хорошо разошлись, да, могли быть какие-то конфликты, но тем не менее делаю акцент, что у вас с ней была какая-то, может быть, у кого-то даже школьная, либо же студенческая любовь. Женщина сейчас может даже быть не в очень хорошем таком финансовом положении. Вот именно после, давайте сейчас я уточню. У нее был довольно самодостаточный такой, уверенный, довольно хорошо стоящий на ногах мужчина, либо же муж это ее, который, возможно, даже оставил ее без денег. То есть она пережила очень много в своей жизни. Но опять же, давайте смотреть, что она вас не забыла все-таки. Что же такое произошло? Что это давняя ваша какая-то симпатия, либо же давняя ваша любовь до сих пор вас помнит. Да что ж такое у меня сегодня с картами? Так, рекламная пауза, ребятушки. Так, погнали. Смотрите, что за ситуация. Вы давно с ней не общались, да, вот с вот этой вашей, ну, любовь, не любовь, да, опять же, у каждого это будет по-своему. У кого-то это школьная, у кого-то это бывшие любовники могут проигрываться, но это было давно. Вы с ней перестали общаться, потому что, может, даже не очень красиво разошлись. Здесь может конфликт быть, либо же не конфликт, а какое-то, ну, такое, знаете, взаимное недовольство, какая-то ситуация могла произойти, которая вас развела. Женщина довольно интересная, женщина, которая как-то вот случайно увидела вас. Ну, это, знаете, была, может быть, ситуация, когда либо же вы столкнулись случайно где-то в городе, там, в поездке, ну, где угодно. Это может быть ситуация, когда даже вы не то чтобы столкнулись, а
она могла вас, ну, чуть ли не из окна увидеть, да, вот вы где-то проходили, она вас увидела, и все в душе всколыхнулось с новой силой. Потому что на данный момент она одинока, вот у нее разрушение с мужчиной произошло, она одинока, и вот она вас увидела, да, вот как-то это все всколыхнулось, но тем не менее в ней есть сомнения, а что делать дальше, проявиться к вам, не проявиться, да, потому что уж очень сильно вы ей нравились. Так, да, вот видите, она, в принципе, она не утратила даже какую-то влюбленность к вам. Несмотря на то, что у нее был другой мужчина, да, была своя жизнь. Но вот все равно, вот она с вами вот как-то то ли пересеклась, то ли увидела, ну, на будущее это я имею в виду, увидит, да. И вот эта любовь всколыхнется с новой силой. Она будет как-то вот действовать по отношению к вам, но очень-очень продуманно, потому что она привыкла по жизни быть победительницей. Она на коне должна быть. То есть это будет, знаете, либо же подстроенный какой-то разговор, либо подстроенная встреча. Если есть у вас общие знакомые, она как-то через них может начать действовать, чтобы еще раз встретиться с вами, чтобы как-то вот пересечься с вами, да? Потому что у вас большая вероятность того, что вы можете снова начать вот с ней отношения. Несмотря на то, что вы довольно длительный период не общались. Что же будет дальше у вас с ней? Да, вот она как будто на распутье. Вот на распутье, как, что. Причем действовать будет очень неожиданно. Вы не ожидаете ее появления. Возможно, кто-то из вас уже и подзабыл ее, да? Она вас не забыла. Вот особенно, когда вот она увидит вас, да, там в городе, не в городе, где-то так. Она начнет действовать вот реально, потому что, ну, чувства у нее к вам остались. Женщина довольно неплохо, так знаете, умеет себя преподать. Она неплохо так коммуницирует. Она вообще такая, ну, довольно умная женщина. Поэтому она так все обставит, что вы даже не поймете, что это был какой-то продуманный план, что это какой-то продуманный ход ее был. Ну вот реально, да, вот люди сталкиваются, да, вот она знает, допустим, что вы в 6 вечера идете домой. Она запросто может где-то там как бы идти вам навстречу, да, вот в 6 вечера, ну, по такому плану. Поэтому дама такая довольно продуманная. Так. Да, ей, скорее всего, ей вот могут помочь какие-то общие ваши знакомые. Это будет манипуляция, но это будет манипуляция вот именно во благо, чтобы снова с вами сблизиться, потому что, еще раз повторю, у нее есть к вам чувства, она хочет встречи с вами, она хочет попробовать, может быть, получится возобновить вот ваши отношения прежние, ваш роман. Давайте спросим, она в курсе дела вообще, что вы один, либо же у вас семья, что она знает? Она все знает, в принципе, она все держит под контролем, я еще раз повторяю, либо же это общие знакомые, это может быть проверка ваших, допустим, соцсетей, если у вас есть, да, она может мониторить фотографии, там, кто на фотографиях. Но, скорее всего, все-таки я склоняюсь к тому, что вот есть такие вот информаторы в вашем окружении, которые с ней тоже общаются. Это женщина, которая, знаете, вот она, если она схватит свою добычу, она уже не отпустит. Вот она решила для себя, что она во что бы то ни стало попробует любыми средствами снова вас охмурить. Так, далее. Дама такая, она, конечно, с характером, дама не очень-то простая. Но вот видите, будет действовать больше она. У вас могут, да, вот как я говорила, у вас могут быть любовные отношения с ней, с новой силой. Она может стать даже вашей новой императрицей. То есть это уже будет не просто роман, это могут быть, ну реально, это возврат уже каких-то вот старых, давних ваших отношений, может быть. Кто-то из вас, может быть, подумает, что я дважды в одну реку не вхожу.
Но, тем не менее, еще раз повторюсь, вот женщина настолько будет как-то тонко действовать, настолько она это все продумает, вот именно план захвата вас, что вы даже и глазом не моргнете, как окажетесь вот в ее паутине. Вот она как паучиха, да, вот эти сети будет плести вокруг вас. Причем вот вы выпали, да, император и императрица. Вы будете такая вот сладкая парочка, у которых все будет, ну, на мази, как говорят, да. Вот вы сойдетесь, вы с ней сходитесь и в темпераменте, вы с ней сходитесь и в каких-то жизненных вот вопросах, да, вот жизненные моменты у вас повторяются. То есть у вас есть, в общем-то, точки соприкосновения общие. Вы оба любите комфорт, вы оба умеете зарабатывать, вы, в принципе, вы и по темпераменту вот в постели у вас тоже все будет на мази, поэтому можете не переживать, что там кого-то Бобик подведет. Нет, не подведет, она очень такая умелая дама, и тем более, если у вас с ней уже раньше у кого был роман, то я думаю, вы прекрасно знаете, что она очень искусная любовница. Поэтому здесь вопросы работы Бобика даже не обсуждаются. Знаете, вот есть такие женщины, которые говорят, что если надо, я и мертвого подыму. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому это женщина, которая, знаете, вот она как привет из прошлого. Вот она появится в вашей жизни, и я думаю, все-таки она в ней останется, потому что просто так она вас второй раз, она уже никому вас не отдаст. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!